Представители знака зодиака Телец. Здравствуйте, тельцы, мои дорогие. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 16 по 22 октября. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Не устаю повторять, будем, конечно, реалистами. Любой прогноз – это лишь прогноз. Где-то реальность, она все равно отличается, но я так думаю, что подсказки вашего шестого чувства и метафорические образы карт помогут решить либо какую-то проблему, вопрос, или сложить какой-то пазл. И эта неделя, 14 октября, у нас будет солнечное затмение в знаке Весы. Управитель как раз Венера. И 28 октября попозже будет лунное затмение в вашем знаке, мои дорогие. Опять же Венера. Поэтому вопросы отношений, финансов, продолжения или построение планов где-то на будущее. Но как будто через прошлое мы можем делать выводы в этот период двухнедельный. Кому это более интересно, вот этот коридор затмений, у меня есть отдельное видео, и для вашего знака я оставлю ссылку в инфобоксе. Можете посмотреть, и, может быть, тоже какие-то подсказки для вас будут. Ну, а мы продолжаем. Сегодня новая колода Таро Истока, она называется. Давайте мы с вами достанем первую карту, она у нас будет называться «Что важно знать» или «Чем придется вам, мои дорогие тельцы, на неделе, может быть, заниматься, что будет в приоритете, чего не избежать или неожиданности, может быть, так. Чему сейчас не время или что нам может помешать на этой неделе? А что ж тогда будет помогать? Давайте узнаем. Давайте достанем такую карту, что от меня скрыто. Может быть, это вы чего-то не замечаете, не придаете значения, а может быть и нарочито скрывают. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, энергии денег мы посмотрим. И что личная жизнь расскажет нам. В конце достанем карту совет для вашего знака. Две карты, окей. Перемешивала колоду, но еще карты новые словно соединяются. Ух ты! Но итоги, мои дорогие, будете подводить. 13-й аркан. Я надеюсь, видно. Карта достаточно темноватая. И нам изображена лошадь в центре карты. Да? И по бокам деревья. Деревья и зима. Как будто все заснежено, холодно. И карта нам говорит, это, конечно, окончание. Это может быть как окончательные выводы по поводу отношений, окончательные выводы по поводу вашей работы, какие-то выводы, может быть, по ключевым моментам вашей жизни или какие-то очень важные решения. В этой колоде карт Таро Истока именно нам хотят сказать, что вот эти деревья, которые выглядят безжизненными, это только во время зимы наступит весна, и все расцветет. Что-то мы завершаем, и даже если нас что-то словно не устраивает, или может быть какое-то разочарование, но поверьте, это разочарование нам придает силы, потому что мы теперь точно будем знать, как нам действовать. И, наверное, еще более важно, как нам не действовать, в какую сторону нет смысла ходить, как будто собой не рисковать. Это карта трансформации, но, видимо, сейчас пока еще темно. Это может касаться какого-то конкретного дела или, опять же, отношений, когда я не знаю, как поступить. И тогда, если правда есть какой-то элемент замешательства у вас, мои дорогие тельцы, то тогда эта карта будет свидетельствовать: для того, чтобы разобраться, не делай больше одного шага за раз и наблюдай. Как будто сделал что-то, либо дело, либо общение с человеком, или любой вопрос. Вот что-то вы сделали, и остановитесь, посмотрите, оглянитесь вокруг, как отреагировали люди, что у вас получилось в конечном итоге. Как будто нет смысла ускоряться на эту неделю. Но кто знает, иногда эта карта может означать получение дохода или какой-то прибыли, которая словно, знаете, как предвестник получения крупной суммы денег. У кого деньги задерживались, иногда эта карта тоже может говорить о том, что деньги вы получите. Какая-то финансовая история, увы. Пусть это не в этой колоде карт, скажу сразу, но по практике иногда
13-й аркан как раз говорит, что какая-то ситуация ожидания. Почему я говорю про деньги? Потому что про деньги это действительно проигрывается, но может быть и в любой другой сфере жизни. Так вот, ситуация ожидания, она подходит к концу. Либо мы ее сами уже не продолжаем, либо, если это связано с обстоятельствами, они как будто тоже заканчиваются. Трансформация, неожиданности. Но вот завершение чего-то и первый аркан. Карта дурака может говорить нам о том, что у нас как раз новые планы появляются в связи с тем, что что-то завершилось. Это может касаться где-то и, опять же, отношений, но часто по карте дурака есть наши новые устремления в плане нашего бизнеса, нашего ремесла, нашего хобби, нашей работы, построения карьеры. Своего рода нам показан человек в прыжке. Так вот, это может быть для вас как квантовый какой-то скачок. Это вот то, как раз о чем я сейчас говорила по 13-му аркану. У кого-то это выход, словно, знаете, как на новый виток дохода, может быть. Или с получением должности приходит, или она вот-вот где-то последует, вот эта возможность больше зарабатывать. То есть вот что-то такое меняется. Но мы должны быть внимательны и осторожны, потому что прыжок как будто делает с одной скалы над пропастью на другую скалу человек. И здесь нет места риску все-таки по этой карте. Мы можем получить уже словно какой-то итог благодаря приложенным ранее усилиям. Это да, с учетом 13-го аркана. Но сказать, что мы тут собой рискуем, нет. Этот риск, это по сути не риск, что-то должно быть вами абсолютно точно просчитано. И самое главное, карта дает вдохновение. Но где-то ослепить нас это вдохновение не должно. Очень важный период жизни, потому что мы здесь действительно словно можем идти, как, знаете, по канату. И вправо-влево отступиться мы не можем. Вот такой вот, есть у меня колода карт, кто долго смотрит мои видео Таро Добра. Пусть она немножко, это другая карта, она соответствует не нулевому аркану, но там танец на пуантах, как будто балерина, на пуантах стоит на канате, и она не имеет права упасть, оступиться, не удержать это самое равновесие. Вот для вас, мои дорогие тельцы, удерживать равновесие и не рисковать собой. Видимо, все-таки это у нас выпадает в неожиданностях, и здесь у каждого по-своему. Сглупить мы точно не должны. Риск может дорогого стоить. 2 старших аркана. Здесь обстоятельства словно будут на вас влиять. Мы чего-то как и упустить не должны, но так и просчитаться. Чему сейчас не время? Королева мечей. И тем не менее быть холодному, такому расчетливому, вдохновиться чем-то нужно, как будто возможности какие-то новые. А возможности сами по себе, во-первых, приходят не тем образом, как мы их ждем. Во-вторых, если начать просчитывать эту самую возможность, то мы можем такого насчитать, что мы в итоге откажемся от чего-то. А для нас это было чем-то очень важным. Поэтому, наверное, слушайте свою интуицию, раз. С другой стороны, чему сейчас не время? Когда мы можем закрываться и где-то, ну, как будто сами себе что-то замышлять, продумывать какой-то свой план хитрый на долгий период времени, как будто этому тоже сейчас не время. У вас трансформация, что-то вы здесь не просчитаете, поэтому где-то мы все равно можем столкнуться. Кстати, у кого-то новые отношения или переход из прежних в новые отношения, новое знакомство или какое-то предложение, которое может быть, ну, знаете, совершенно неожиданно. И тоже мы просчитать что-то в плане, например, построения нашей карьеры даже, да, или бизнеса, или денежного какого-то эквивалента. На этой неделе мы не просчитаем что-то наперед. И поэтому больше, наверное, откликаться, рассматривать все возможности, не подвергая себя риску. Вот посыл этой недели. А что же помогает? Давайте узнаем. 5 чаш. Какой-то наш грустный опыт. Вот, видимо, вам помогает буквально тот опыт, когда у вас что-то не получилось. Вот какое-то право на ошибку. Я сказала, как балерина на пуантах и на канате. Вот правда, мои дорогие тельцы? Если вы сталкиваетесь с такой ситуацией, когда словно патово, или я не знаю, какое решение принять, обратитесь к опыту, к событиям именно, не к эмоциям, а был какой-то
опыт, конкретика какая-то. И вот ту ошибку мы не должны повторить. Может быть, это будет. Мы ничего не должны словно упустить, как открывшуюся возможность. Мы ведь часто думаем, что нам будет предложено и завтра, а завтра предложено не будет. И вот как раз по пятерке чаш проигранная возможность. Нам помогает, если мы увидим или вовремя рассмотрим, что дай-ка я попробую лучше. Вместо того, чтобы думать, или наоборот, нет, в подобной ситуации я был или была, и я знаю, чем это все закончилось. То есть опыт определенно вам помогает. Что скрыто, давайте мы узнаем. Знаете как? Определенный риск будет скрыт. Будет скрыто то, что с кем-то вы не найдете взаимопонимания, но это вас не должно останавливать. Как будто будет скрыта какая-то возможность решить финансовые вопросы. Для кого-то из вас мы можем потратить деньги, вот правда, у вас все-таки нулевой аркан, вложиться в какое-то дело, а после этого будет пауза. Вот. Понимаете как? Поэтому опыт нам опять же помогает. Я бы вообще сказала, по пятерке пентаклей или по пятерке монет проходят как раз те состояния, которые связаны либо со сложной финансовой ситуацией, или недостаток денег, или недостаток взаимопонимания. Вот вас могут где-то не понимать, можете и вы где-то не понимать. Но то, что мы должны как будто просчитать, чтобы не было финансового риска, я не о прибыли говорю, да, по королеве мечей, чему сейчас не время, а именно риска. Так и не должно быть риска конфронтации, понимаете? Вам придется удерживать баланс. Почему-то для вас это будет важно, взаимодействие с людьми. Дела, работа, бизнес. Удивительно, колесница. Вот правда, опять в этой же карте идет баланс. И если мы сказали танец на канате, да еще на пуантах. И вот здесь что-то похожее. Тоже как будто, посмотрите, две лошади. Колесница несется, возничий пытается ими управлять, а управлять ими можно только с помощью мыслей. Одна лошадь смотрит вправо, другая налево. Вот мы можем столкнуться с такой ситуацией, когда у нас что-то меняется. Это сами по себе перемены. И нам говорят, отпускай прошлое и встречай, рассматривай все то новое, что приходит на твой порог. У кого-то может быть знакомство. У кого-то может сложиться, такие обстоятельства могут сложиться, что вам придется куда-то отправиться, поехать. Или вы будете ожидать вдруг человека. Есть, видимо, все же это старшие арканы, и мы всегда говорим, что это не от нашего желания зависит. Это что-то к нам приходит извне. Может быть решение какого-то человека по поводу вас, или по поводу бизнеса, или у кого-то оформление имущественных вопросов, или связанных с чем-то вот важным для вас, то, что имеет значение на последующий период. Для кого-то из вас это может быть еще и какая-то возможность, правда, которую мы тоже не должны упустить. Просчитать мы не сможем, но прислушаться где-то к интуиции и довериться пространству, как будто стоит. И что-то ведь мы здесь для себя сделаем хорошее. Может быть, как раз уйдем вот от этой пятерки пентаклей, от какого-то, у кого-то может быть и безденежье, или сложной ситуации по деньгам, или от недопонимания. Вот как будто завершается какой-то этап вашей жизни. Причем, может быть, мои дорогие тельцы, что-то одно завершается, но или в одной сфере жизни, но тянет за собой многое другое. Давайте посмотрим, что же по деньгам. Восьмерка жезлов. Правда, какая-то новость, возможность. Это то, на что мы должны отреагировать сразу. И где-то по колеснице тоже это значение быстроты проходит, мы от чего-то не должны отказаться. Иногда по колеснице наша как будто слава, известность, вот это тоже может быть, ваша экспертность, как профессионализм, будут признаны, может быть, да, вот этот элемент проходит. Это может быть как и по вашему бизнесу, ну как-то стечение обстоятельств, когда вот именно вы востребованы, мои дорогие. И восьмерка жезлов на деньги нам как раз говорит о том, что это возможность заработать деньги или получить как таковые деньги, если мы правильно воспользуемся обстоятельствами, предложениями или просто возможностями, которые есть в пространстве. То есть что-то есть, тут чего-то надо не проморгать. И это может быть совершенно что-то новое. Личная жизнь. Двойка жезлов. Знаете, своего рода развилка, распутье, когда мы должны
выбрать что-то одно. В личной жизни здесь может быть как новое знакомство, так еще и незавершенные какие-то прежние отношения, правда. Вот выпадает же нам. И вы, ну, где-то принимать решения вы даже, тельцы, не склонны, потому что для вас как будто могут закрутиться сразу несколько вопросов, несколько возможностей на этой неделе. И вы-то будете больше уделять внимание. Как раз дела, работа, бизнес, деньги, вот у вас где-то это будет больше стоять на повестке дня. Вам может быть приятно, что вас заметили или на ваше предложение какое-то откликнулись, или просто на ваше взаимодействие с каким-то человеком нашло у него отклик. Это может где-то даже вселять вдохновение, уверенность, окрылять буквально, да, и вы просто можете продолжать вот тот союз, который у вас был, или те отношения, и рассматривать уже новое. Здесь придется определяться, это точно, но как будто не на этой неделе. А у кого-то это будут просто возможности по работе, когда я и нового не хочу упустить. И старая мне еще пока или прежняя работа для меня тоже очень важна. Есть двойственность. По сути дела, двойка жезлов где-то мы пытаемся еще пока усидеть на двух стульях, как будто так обстоятельства складываются. И нам ведь тоже говорят, тут подожди, что-то, дай всему закончиться как будто самому по себе, прийти к какому-то логическому концу. А если одновременно что-то новое входит в жизнь, ну все равно дай время, чтобы все это как-то устоялось. И карта совет, две карты, посмотрите, тут буквально переход. Какие-то вопросы могут быть связаны с вашими детьми. По пажу монет мы, как раз у нас ребенок изображен. Это ваша, может быть, помощь детям, может быть, и внукам. Ну, будете какую-то помощь оказывать в своей семье. Для кого-то это планы на будущее после того, как мы закрыли в прошлое дверь. А нам об этом, собственно-то, уже и сказали. Что-то нами было проиграно. Буквально, может быть, когда история от начала до конца, мы сделали все, что могли, но вот тот итог, который есть, он уже случился. Но и по пажу монет, это как будто наше уже с большим вдохновением мы смотрим в будущее. Это все-таки нам как карта совет выпадает. Это могут быть как новые начинания, чего-то не пропустить, от чего-то не отказаться. Потому что в этой колоде карт десятка мечей, которая выпадает рядом, она говорит самое главное вот о чем. Что какой-то прежний паттерн устарел. Может быть, устарели какие-то прежние отношения. Или конструкция какая-то нашего разума, нашего восприятия, она тоже устарела. У кого-то ведь могут проиграться события этой недели, как я изменил кардинально свое мнение и взгляды на жизнь. Мы от чего-то отказываемся и отпускаем это в прошлое для того, чтобы появилось что-то новое в нашей жизни, как и в личной, так и в плане самовыражения, в плане работы и вообще качество жизни как будто новое. И вот здесь мы что-то завершаем и одновременно строим планы на будущее. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.